Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Парам, поздоровайся. Парам, today you said. Парам сегодня грустный, потому что у нас сегодня воскресенье, и сегодня мы должны были гулять, зажигать на свадьбе. Да. Но вместо этого, так как мы не поехали на свадьбу, были на то причины, мы едем в Улас-Нагар на базарчик покупать все для наших 4 номеров. Да? А хотелось бы, чтобы было по-другому. Обычно по воскресеньям, ну вы знаете, у нас уже как сложилась традиция, какие-то интересные мероприятия, культурные программы, но вот сроки поджимают, уже пора открываться. Вот, и он запланировал сегодня поездку. Что нам надо купить? Сейчас Парам расскажет. Телевизоры нам надо купить. Уже вроде бы как и по мелочам осталось, но и не совсем и мелочи. Парам хотел поехать без нас с Артуром, с Ракешбаем, но мы сели на хвост. Забаррикадировали байк. Парам уже второй мотоцикл отодвигать не до этого. Вот этот вот скутер отодвинул, теперь мотоцикл. Головоломка целая. Вот, добрались. И здесь еще вот тоже выезжают. Такие вот заторы у нас бывают. По воскресеньям в основном все уезжают сегодня. Да, я сейчас хочу рассказать, почему мы решили с Артуром сесть на хвост. Ну, это вообще в основном было мое решение, и Артур его поддержал. Значит, у нас воды нет. Да, вот у нас в Матаране такие вот проблемы, так как воду мы берем из Нирала, качается, и когда вот несколько дней нет электричества, возникают такие проблемы. Вода сначала поступает в резервуары, здесь у нас в Матаране очищается, но так как не было электричества, видимо, ее не накачали, и в резервуарах тоже там процессы такие идут, что нужно электричество. Ну, короче, что не подали, подают по утрам в течение там часа воду. Нужно обязательно в этот момент быть на месте, чтобы включить, чтобы у нас тоже, да, специальные огромные баки, куда заполняется эта вода и потом расходуется. А сегодня утром не было воды, не было поступления. Сказали, что вечером будет. А у нас клиенты. И Парам мне говорит с утра, я готовила... Ой, боже, Парам, подожди секундочку. Ой, боже мой. Все, спасибо. Попросила Парама остановиться. Посмотрите, какая милота. Хотели бы вы, чтобы на вашем автомобиле расположилась вот такая вот семейка? Поглядите, как они балдеют. Ой, я не могу. Мама, папа, детки. Артур, как ты думаешь? Cousin brother. Cousin brother. Окей, Парам, let's go. Что-то ему, видите, не понравилось. Нет, ему все нравится. Ой, и здесь тоже, посмотрите, какие процедуры. А тут одинокая. Окей, давай, let's go. Балдеет. Хотела сказать, загорает, но нет. У нас сегодня пасмурно, облачно. Скорее всего, пойдет дождь. Видите, дождливая погода сейчас стоит, а проблемы с водой имеются. Но из-за того, что дождливая погода, проблемы с электричеством и, как следствие, проблемы с водой. Вот такая вот взаимосвязь. Так вот, сегодня утром, значит, Парам взял у кого-то воду из своих знакомых, у кого, кто не нашел предыдущий день клиентов, у них много запасов воды, и принес именно для нас, принес в ведре воду и сказал, вот пользуйтесь, там, умываться, все это дело делайте с помощью этой воды, используйте эту воду. А я жарила яичницу, но я обычно, когда разбиваю яйцо, вода еще у нас есть еще так, но по минимуму экономим ради клиентов, чтобы клиенты не возмущались, потому что вчера их со скрипом, можно сказать, уговаривать приходилось, чтобы они у нас остановились. Вообще почему-то туристов мало, несмотря на то, что должен быть уже большой сезон, ну, возможно, боятся куда-то ездить до сих пор. Вот, и, значит, пора мне говорит, не используй воду из-под крана, экономим для наших клиентов. А я яйцо разбила, я всегда, когда разбиваю яйцо, сразу же мою себе руку, ну там буквально пару капель воды надо, а потом уже посыпаю солью. И он это увидел, как наорал на меня. Ты что? Ну мне просто удобнее было бы, чем из кружечки поливать себе на руку. Удобнее вот так вот из крана там чуть-чуть. Говорит, меня сейчас клиент
клиенты побьют. Прямо вот так вот чуть ли не с истерическим визгом мне говорит: не смей, а то меня сейчас клиенты побьют. Ну, в общем, я подумала, вот это вот я останусь с Артуром здесь дома. Водой нельзя пользоваться. Готовить тоже как без воды, не знаю. Еще и меня клиенты побьют, как Парам уедет, и меня крайне сделают. Я говорю: нет, мы тоже едем. И похоже, today Rakesh Bhai not coming. You won't come in, but we make plan. So you can... Ну, в общем, он, Ракеш Бай, не поедет с Парамом из-за того, что мы вместо Ракеш Бая. Так, ну и опять же, можно сказать, по традиции мы зашли в наш любимый ресторан Правина. И вот обратите, пожалуйста, внимание. Артур ест водопав, и нигде, ни здесь, ни там, ни там. Может быть, там? А ну, покажись. Нигде нет телефона. Напоминаю, что Артур выполняет челлендж, испытание. Если он продержится месяц без телефона, тогда он получит вознаграждение денежное. И вот уже неделя. Сегодня one week. Today one week. Сегодня ровно неделя. Мы чуть позже возьмем у Артура интервью небольшое. Он расскажет, как он справляется, что изменилось в его жизни. Поделится своими впечатлениями и ощущениями. Парам. This is our bike. Это наш байк. Раньше здесь была надпись «Where is Наташа». Здесь раньше было написано «Наташа». Нигде нет уже. Несколько было, в нескольких местах. Не только спереди. Везде поснимали. Значит, Парам этот байк подарил Правину. Через время он перестал хорошо функционировать. Сложно было на этом байке подниматься в Матеран. Поэтому Парам его решил подарить своему другу. И вот сейчас используют его не только Правин, но и его работники. Говорит, что ему более 10 лет этому байку. Ну, где-то 10 лет. Угу. В 2014 году Парам его купил. Вот, и он его украсил, этот байк, надписями. Везде там было «Наташа, Наташа». Но ребята поснимали. Вот. А сейчас у нас собственного байка нет. Мы, берем в аренду. Поснимаю немножечко для вас рыночек. Посмотрите, сколько много зелени продается. Зелень, припорошенная дорожной пылью. А мы сейчас идем в магазин техники. Там планируем выбрать телевизоры. Нужно выбрать и заказать 4 телевизора в номера. Но доставлять уже будут на такси, скорее всего, не сегодня. А сегодня мы поедем в Уласнагар, да кое-чем другим. Ну, потом вы увидите. И поедем мы на Темпо. Темпо – это типа как газель. В общем, веселая прогулка нас сегодня ждет. Вот какие манго продаются. Очень много сортов манго. Я не люблю волокнистые. Они могут быть вкусными, манго волокнистые, но потом очень сложно. Между зубов застревают волокна, и потом их достаешь вместе с мясом. Для меня это проблема. Первый раз за все время стройки я отправилась с Парамом за покупками. Потому что изнурительная жара, но мне не хотелось тратить на это время. Это не так-то все просто. Я вам объяснила. Первая причина – не хотелось оставаться дома из-за того, что нет воды. И вторая причина – кое-что хочу выбрать для нас. Именно для нашего жилища. Напоминаю, что у нас тоже ремонт уже начался, но как-то медленно продолжается. Потому что Парам сейчас все силы на второй этаж кинул, забросил все силы и все средства. Все средства тоже, поэтому под вопросом я хочу купить новые гардины и шторы себе в спальню. Но Парам говорит, что не факт. Поэтому можешь присмотреть, там все выбрать, а потом уже через месяц где-то мы поедем и купим. Что, говорит, сейчас самое главное закончить второй этаж, а потом уже наше жилье. Это уже не обязательно.
Мы и так можем перекантоваться. А деньги уже пора зарабатывать, пора отбивать. Как команд now? Чего? Что ждать? Вот только открываются они. Может быть, еще не все продавцы. Кстати, в этом магазине я покупала холодильник и стиральную машинку. Видите, хорошо, что есть у нас стиральная машинка, но не всегда есть вода или не всегда есть электричество. Так что тоже некоторые неудобства до сих пор продолжаем испытывать. Такой вот огромный выбор. Hi, good morning. Огромный выбор телевизоров. Здесь с утра уборочка влажная. Ну, конечно, нам вот сюда, поменьше телевизора. Я рассказывала своему брату, что вот мы планируем вчера ему рассказать, ехать за телевизор. Говорит, боже мой, кто еще смотрит эти телевизоры? Зачем оно надо? Ну, действительно, да, люди, меня никогда не волнует телевизор. Вы знаете, что мы часто путешествуем. И это не основание для того, чтобы там, допустим, выбрать какой-то другой номер, если в номере нет телевизора. Но вот к нам попадаются, действительно, вот бывает, что какой-то из телевизоров не работает в номере, они говорят, нет, говорит, либо мы уйдем отсюда, либо давайте нам другой номер, мы хотим, чтобы был телевизор. Выбирает сейчас парам телевизор между двух. Один 17, другой 18 тысяч стоит. Ну, какой? This 20 watts for sound system, they have only 10 watts. Which one you like? Чипер, тот, который подешевле. Я говорю, главное, который подешевле. Я думаю, какие-то навороты особо не нужны. Sound System. 4 телевизора. Я думаю, может быть, они сделают небольшую скидку на 4 телевизора. Но сейчас спросим. So, парам, they give discount? For TV, they give discount? No, they only 800 discount. This only I discussion. Я как раз об этом и говорю. Они готовы уступить только 800 рупий. Ну что, друзья, вы сейчас будете в шоке. Карета подана. Посмотрите, на вот этой вот тарантайке мы сейчас поедем в город Уласнагар. Это не ближний свет. So, Артур, Парам говорит, у вас, говорит, есть выбор. Можете сесть рядом с водителем, а можно здесь. How are so seat means куда? Туда на пол посидеть? No, they give some chair. No, here in front. No, you sit in front. And you? I sit here. Парам говорит, я буду здесь сидеть, а вы с Артуром. Sit in front. Five. Окей, I sit here. Я тоже хочу. Yeah? Да. Для не знаю для чего, но может быть для острых ощущений. Но сразу, да, вот вам говорю, что был вариант сесть рядом с водителем. Не все так печально. Знаете, я как попримеряла, как здесь сидеть, как здесь ехать, и решила, ну его, идем. And you here? Да, Не получится всем в кабине сесть, поэтому парам будет ехать с ветерком на свежем воздухе. Ну давай, удачи тебе. Да, go. А вот, давай, дай нам воду. Arthur, take the water. Go sit. Это одно всего сиденье. Парам. Говорит, не волнуйся, все в порядке. Для него это не впервой. Ну, наконец-то. Очень непросто. С Артуром на руках. И я все время боялась за Парама. Артур уснул. Парам, как ты? How are you? You're not sleep. Я боялась, что он уснет и его снесет отсюда. Итак, первая наша цель. Заехали в магазин. И здесь Парам уже заказал заранее. И сегодня мы забираем обшивку для моей кухни. Вот видите, вот такие вот пластиковые листы.
Сейчас мы заберем. И хочу еще уточнить такой интересный момент. Значит, изначально Парам хотел, чтобы мы обшивали стены в моей кухне из остатков. Вы представляете, то, что осталось от 4 номеров. Там же тоже и потолки, и стены разных цветов, вот таких вот разных размеров. Одни маленькие, другие большие. Ну, в общем, Парам хотел, чтобы у меня на кухне сложили такую вот мозаику. Естественно, из этого бы получилось бы черт знает что, но ни о какой красоте и эстетике речи не могло быть. Естественно, я стала возмущаться. Меня Парам не слушал, но, слава богу, мастер, который этим занимается, сам сказал, что нет, ребята, ничего здесь из этого слепить не получится. Едьте, заказывайте новые. Ну и вот, собственно, мы приехали. Это благодаря мастеру. Еще раз я вам напоминаю, что Парам абсолютно как-то ровно, без энтузиазма относится к тому, что я хочу улучшить жилищные условия, чтобы у нас было красиво и удобно, и красиво. Ему абсолютно все равно. Он считает это второстепенным. Очень приятно нас угостили. Что это, чарс или ласси? Чарс. У меня чарс. Это типа кефирчика солененького. У Артура ласси, сладкий напиток. Спасибо, очень приятно. Потому что большой заказ и уже не первый. Поэтому вот нас так, как почетных покупателей, здесь встречают. Мы поехали дальше, в другой магазинчик. Он находится где-то в 10 минутах от прежнего. И вот обратите внимание, никто у меня на коленочках не сидит, так как Артур изъявил желание сесть с папой сзади. Тоже пощекотать нервишки. Город Улас-Нагар. Город так себе. Здесь много мебельных магазинов, строительных магазинов, оптовые рынки. И я Параму говорю, что давай сразу купим стол и стулья на кухню. Кухонный обеденный стол. Мне очень хочется, красивый. Он говорит, нет, Наташа, потом. Говорит, у нас денег в обрез. Но это, в принципе, правда, да, то, что у нас денег в обрез, но потом... Что потом изменится? Я говорю, давай, займи у кого-нибудь, он не миллион стоит. И когда собирался ехать на свадьбу, планировал занимать деньги. А он говорит, нет, потом будет видно. Я говорю, ну а потом мы уже не будем заказывать этого перевозчика, это что же деньги? У нас будет сегодня свободное место, ну там можно было бы разместить эту мебель. Он все равно, вот ни в какую. Это его потом попахивает никогда, потому что он на самом деле считает, что тот стол, который у нас сейчас пластиковый, и пластиковые стулья вполне себе ничего. Это же мы временно здесь живем. Но опять же, напоминаю, временно затянулось уже на много лет. Тут какая-то стройка. Ну, абсолютно разный менталитет. Парама это не волнует. Для него гораздо важнее, там, как он одет, если он там действительно куда-то собрался. Ну, сегодня нет, я вообще говорю, да, там, когда он на родину к себе едет. И для него важно, чтобы там какая-то футболка была брендовая. А то, что у тебя стол пластиковый, он считает, что это ничего страшного. Потому что многие так живут, и у многих индийцев точно такой же менталитет. Итак, следующий магазин. Здесь продаются матрасы, здесь продаются обшивки на диваны. Ну и, собственно, вот нам нужно сегодня здесь купить обшивку на диваны, так как, напоминаю, в нескольких номерах у нас будут диваны стоять. Мебельщики уже их собрали, осталось их довести до ума. Подушки тоже, ну как внутренности, диванные внутренности тоже мы сегодня здесь приобретем. Парам заранее заказал. Они уже для нас все собрали. Вот предлагают здесь кофе попить. Видите, как в Индии принято. Во всех магазинах что-то предлагают. Водичку 100%. Но вот некоторые предлагают и напитки, кофе, ласси, чарс. Это все наше. И это еще не все. Сынок, где тебе больше понравилось ехать? С водителем рядом или в кузове? А? Я в этом вот, в кузове. С папой больше понравилось, да? Там прохладнее? Да.
Coffee I'm not drink. Soft drink. Окей, some soft drink. Soft drink. Окей. Когда очень сильно жарко, я не могу уже пить воду. Я прям не чувствую вкус воды. Вот, и пью вот мой любимый напиток, это спрайт. Ну что, мои дорогие зрители, мне удалось нажать на струны парама души. Come on. На какие струны я вам рассказывать не буду, Arthur, но come. мы заходим в мебельный магазин. И, возможно, я очень сильно надеюсь, мы сейчас все-таки купим стол и стулья нам на кухню. Вечно я отстаю. Пора мне кричит: Наташа, давай быстрее, потому что он договорился с водителем Тарантаки по времени. И не входило в его планы. Не входило в его планы искать стол для нас. На это тоже может уйти много времени. Но такие вот в этом магазине столы я хотела поменьше. Нам не нужен такой большой стол. Мы вообще редко садимся всей семьей. Только в обед. И то парам часто. Only these two, no Ну, option. может быть, еще другой магазин, some other shop. We check. And how much? Сколько стоит такой стол? This is 15,000. 15 with chair? 15,000 for chair. And, ну, нормально, в принципе, цена нормальная. 4 стула и стол. Но я хотела поменьше. Так, ну что, завели нас в такое вот огромное помещение. Здесь дышать вообще нечем. И вот такие вот здесь представлены столы. Непонятные вообще. Как это? Как это? Непонятно. Может быть, тут еще какая-то сверху должна быть крышка. А, вот. Нужно обязательно что-то выбрать. А то я-то знаю, да, некоторые рычаги управления парамом мне известны. Но у него настроение тоже может внезапно пропасть, если ему не понравится. Но я не так себе это все представляла. Нам нужен компактный вариант. Артур, осторожно, чем ты там? Что это такое? Чайник. Ну не надо, Артур, трогать. Еще заставят платить, если ты разобьешь. Господи, что делать? Я уже начинаю нервничать. Если я ничего не выберу, то... Ну, а how this possible it? This tiles, put on your tiles that marble. А, сюда, значит, плиту. This you want keep some. А, вот, видите, то есть это еще сюда можно будет что-то складывать. Вот так вот оно выглядит. А, ну прикольно. Все, ладно, я выключаюсь. Показала вам цены. Парам, how much near? Какие цены? Около 20 тысяч. Около 20 тысяч. Я вообще рассчитывала подешевле. Я думала, где-то за 15 тысяч купить комплект. इसमें जो मजबूत रहता है ना उसमें नहीं रहता है मैं हैवी क्वालिटी का रहता है White one or this one, that one? Which marble you want? Я очень устала, через силу улыбаюсь. Вы видите, на мне лица нет, вся красная, вся мокрая. Мы, наверное, обошли уже 7 магазинов, где-то не разрешали снимать. Где-то у меня уже настроения, скажем так, не было снимать. Не до этого было. У меня где-то в глубине души уже даже засела мысль, что было бы хорошо, если бы Парам сказал: все, короче, поехали домой. Но я себя перебарываю. И, слава богу, мы, по-моему, уже у цели. Вот в этом магазинчике мужчина и снимать разрешил. И, по-моему, мы уже сейчас сделаем свой выбор между вот этим вот столом. Параму нравится. No, for Mataran, this color good. Ну что, папа, Матеран? Причем здесь Матеран? Говорит, для Матерана хорошо. Нам же не для Матерана, а для, ну как, нашей кухни. У нас уже вот стены будут вот такие вот светлые, с коричневым отливом. И мне кажется, что это будет сочетаться. А может быть, нужно на контрасте. Ну, то есть нужно думать, причем здесь Матеран. Кухня маленькая, и, по-моему, если в светлых цветах будет лучше смотреться, как-то увеличивать площадь. Ну, вот мне, допустим, вот так чисто визуально вот этот стол очень понравился, но он бы круто смотрелся в огромном помещении. Вот это тоже, в принципе, к нам подойдет. Нет, wait. So... Уже нет, это this is too dark. А, можно поменять, значит, вот это сверху плиту можно поменять. Значит, мы смотрим на основу. Артур уже вообще притих. Артур, давай тоже помогай. Ты видишь, мама нерешительная.
Все, решились. Мы уже здесь покупаем, поэтому я без зазрения совести здесь немножечко поснимаю видео. На нас уже ругаться здесь точно не будут, так как мы покупатели. Покажу вам, что здесь продают. Это все для телевизора в стенке. Сюда вешается телевизор, и вот по бокам такие вот полочки. Освещение симпатично смотрится, но нам такое не надо. В номерах такое строители оборудовали сами. Значит, вот шкафы. Какие здесь шикарные шкафы. Журнальные столики в индийском стиле. Такие вот столики, наверное, только в Индии. Ну, а это такой более классический вариант. Тумбочка прикроватная. Неплохая. Я так понимаю, что здесь хозяин сикх. Как я догадалась по вот этой вот картине. Картина-телевизор. Удивительная. Мы здесь были в прошлом году. Золотой храм. У меня сейчас Парам спрашивает: Наташа, ну что, решайся, говорит, как ты хочешь, обратно мы можем всей семьей поехать на электричке, а водитель сам наши покупки довезет до нужного места. Изначально я так и думала, что мы поедем на электричке, что очень неудобно на этой тарантайке ехать. А сейчас уже сомневаюсь, я начинаю переживать за эту плиту. Думаю, может быть, действительно Парам лучше будет здесь сидеть и придерживать. Если вдруг что случится, если она разобьется, то это полностью на нас ответственность. Никто нам деньги возвращать не будет. О, Боже. Сейчас я уговорила Парама зайти в еще один магазин. Собственно, мы сейчас в нем и находимся. Здесь продаются шторы. Я не уверена, что мы сейчас купим, но точно присмотрим. А пока вот я хочу специально для вас показать каталог. Парам отходил, тоже делал покупочки. И мы с Артуром обнаружили каталог очень интересный. Значит, здесь обои. Но это не для нашего Матарана. Даже продавец сказал: нет, ребята, у вас в Матаране это не приживется. Эти обои максимум там, наверное, в сухой сезон прослужат вам и очень недолго, а потом отвалятся. Ой, я пока листала, такие красивые здесь варианты, ребята. Очень-очень красивые. Конечно, хотелось бы вот так вот украсить, да? Я сейчас уже не найду, но тот, что мне понравился, серый. Ты найдешь по-быстренькому? Ну, Артур, мы не будем тут. Вот этот. Ладно, вот, но по поводу штор. Вот эти вот розовые мне понравились. Сейчас мы узнаем цены. Да, вот это вот мне понравилось. Это по обоям. Но это все, это нам это не светит. Пока не светит. Может быть, в Гоа можно будет действительно украсить стены обоями. А так вообще в Индии стены красят. У нас в номерах стены крашеные. И каждый год обновляют или раз там в 1,5 года. Очень красиво. Парам, ask how much. Спроси, пожалуйста, сколько стоит. Парам, конечно, молодец. Я безумно рада, что он, как говорится, пошел у меня на поводу. Но вот есть, конечно, и один минус. Он абсолютно не заинтересован. Я у него спрашиваю: ну а что тебе нравится? Что? Он говорит: мне все равно, мне все равно. Покупай то, что тебе нравится, мне все равно. То есть вообще никакого он не проявляет интереса. Отстраненный. С кем-то. Who is this? Так, ну что, мои дорогие зрители, шторы мы так и не купили. Я решила, что рановато. Я присмотрела и думаю, что можно будет в любой момент за ними приехать, когда уже полностью закончится ремонт, когда не будет этой пыли. Приедем и купим налегке. Для этого уже этот грузовичок не нужен. По поводу Парама, что я хочу сказать. Я очень рада, что он пошел мне на уступки. Конечно,
неприятно то, что он не выражает никакой заинтересованности. Я сейчас с ним поговорила. Он сказал, что когда будем покупать мебель уже в новую, в свою квартиру, тогда он будет активно искать и все самое лучшее. И говорит, ты меня просто не узнаешь. Ну, а я все-таки считаю, что нужно стремиться к красоте и комфорту здесь и сейчас, а не откладывать жизнь на потом, когда эту квартиру они уже закончат, я не знаю, а жизнь-то идет, и мне хочется окружать себя комфортом и радовать свой глаз. Так, друзья, все, видите, Парам продолжает делать покупки. Грузовичок мы все-таки отпустили, и сейчас он по мелочи купит всего, и поедем домой на электричке. Все, всех люблю. Крепко целую и обнимаю. До новых скорых встреч. Я стараюсь на видео не снимать такой трэш, но в этот раз почему-то не удержалась и решила с вами поделиться. Вы только посмотрите на эту речушку. Ребята, как вы думаете, там вообще есть жизнь? Боже, у меня аж мороз по коже, мурашки. Парам с Артуром убегает. Парам не любит, когда я такое снимаю. Он говорит, зачем? Но он не любит вообще, когда блогеры другие там показывают трэш. Считает, что в Индии много всего красивого, удивительного. И нужно на этом акцентировать внимание. Вот видите, какой сердитый. Ай. Что? Все, all окей. Ну, а я все-таки решила поделиться. Эта речка протекает рядом с вокзалом на станции Улас-Нагар. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.